Знаешь, про Покемон все время в ТикТоке вот это, когда завоз, когда Когда завоз. завоз, всегда. Это знают только, наверное, менеджеры. Я сам украинец, поэтому говори как есть. Расскажи мне, что нужно, чтобы стать гражданином этой страны? Базовый минимум. От 3,5 до 4 тысяч. Когда будут еще больше скидки. Там продается уже прям по 50 центов. Добрый день, добро пожаловать на канал Ломонцов Имбильд. Меня зовут Александр, и сегодня у нас очередной подкаст. Мы еще раз поговорим о интересной жизни Германии. И для этого я сегодня встретился с замечательной девушкой, специалистом своего дела. Она сейчас об этом расскажет. С Татьяной. Привет, Тань. Привет. Как у тебя настроение? Немножко волнительно, в первый раз на интервью. Тань, мы с тобой сейчас находимся в Германии, в Вуппертале. Скажи, пожалуйста, сколько здесь лет ты уже живешь? Уже я живу 5 лет. Приехала я, наверное, в момент коронавируса. Что тебя заставило? Прям вот коронавирус, везде кризис, и ты решила... Что меня заставило переехать? Ну, во-первых, это произошло в моменте. То есть я еще не знала, что произойдет такое событие, да, все будет закрыто, все будет так сложно. Почему я переехала? Это связано то, что я вышла замуж. Муж у меня грек. Да, мы долгое время работали в Греции и совместно решили, что нужно переехать в Германию, так как в Греции, к сожалению, нестабильность работы, то есть это связано с экономической точки зрения. Слушай, прикольно, я сейчас работаю в ДХЛ на складе, и со мной работает тоже парень грек, отлично знает русский язык. Почему именно Германия? То есть почему из Греции в Германию? Перед вами была вся Европа, в том числе и Россия, и остаться в Греции и так далее. Ну, это еще связано то, что есть связи здесь, то, что здесь уже кто-то переехал сюда. Также можно сказать, что я являюсь русской немкой, у меня есть родственники в других городах, но непосредственно причина, почему я переехала, это непосредственно замужество. Напомни, из какого города ты переехал из России? С Нижневартовска, это северный городок. Как тебе климат там, климат Греции и климат Германии? В Германии, наверное, что-то посередине. Это все абсолютно разное. То есть в Сибири, если очень холодно, то есть для тебя нормально минус 30 зимой или 9 месяцев зимы. В Греции это совершенно другое, постоянно море, постоянно тепло, и можно забыть вообще про зимнюю одежду. Здесь, наверное, что-то, да, посередине, хотя, да, серость, дожди, но для меня, наверное, самое важное вот чувство безопасности. Как у тебя обстоят дела с языком? Как быстро ты его выучила и что тебе помогло? Не быстро, так как я приехала и так получилось, что я сразу забеременела. Это немножко отстрочило на год мою адаптацию, плюс все-таки корона. Но я все равно как бы с ребенком учила язык. Сейчас у меня, наверное, уровень языка между B1 и B2, то есть уверенный B1, но не подтвержденный B2, так скажем. То есть у твоего уровня достаточно, чтобы работать в магазине Таки Макс, чтобы вести свое ГВРБ, чтобы иметь немецких клиентов? В принципе, да. Главное внутренний стержень все-таки. Не то, что ты владеешь языком, а вот внутренний стержень и внутренняя уверенность, что ты говоришь правильно, даже если ты говоришь неправильно. Интересно. Хорошо. Чувствуешь ли ты сейчас себя, вот ты говорила про безопасность, чувствуешь ли ты себя сейчас финансово в безопасности, финансово защищенной? 100%. Что этому способствует? Ну, то, что это способствует unbefristet Vertrag. Первое. Ну, то, что у меня муж уже работает, да, уже устоялся. Муж у меня работает тоже в такой хорошей компании. Может, ты слышал Knipex? Нет, не слышал. Нет. Чем занимаются? Они изготавливают инструменты, цанге. Прикольно. Да. И достаточно такая очень сильная фирма в Германии. Хорошо, у мужа тоже unbefristet? Unbefristet, да. Круто. И у меня тоже unbefristet и плюс Kleingewerbe, то есть это все вместе. Ага, а по каким документам вы живете в Германии? Ну, то есть, как вы себя легализовали, как вот это все происходит? Ну, он гражданин Евросоюза, логично, я на данный момент как жена гражданина, но, в принципе, у нас сейчас есть все права, чтобы податься на немецкий паспорт. Планируете? Да, конечно. Что для этого нужно, раз ты уже знаешь, что у тебя есть все? Я вот мечтаю когда-нибудь тоже, поэтому расскажи мне, что нужно, чтобы стать гражданином этой страны?
Ну, естественно, прожить здесь не более минимум 5 лет. Не менее 5 лет. Не менее 5 лет, да, верно. И иметь контракт бессрочный. Мгм. В принципе, все. А вот этот Уровень вопрос... языка, конечно, тоже имеет роль. Мгм, хорошо. А вот этот вопрос, что нужно там 48 или 60 месяцев платить в пенсионный фонд отчисления, это обязательно или Я такого не слышала, не могу подсказать. мы с тобой еще раз встретимся, когда ты получишь гражданство? Хорошо, да, Ты покажешь, уже будет у меня перечень документов. мы тебя поздравим Да. и ответишь еще на пару вопросов. Договорились? Да. Хорошо, расскажи, пожалуйста, вот ты приехала в Германию, чем ты сразу занималась? Сразу я занималась именно просто, как я думаю, все прохождения курсов. И открыла вот как раз Klein-Gewerbe, начинала заниматься бровями, то есть как бровист работала на дому и ресничками. Ну, то есть как-то мне нужно было совмещать ребенка, семью, и хотелось тоже как-то подрабатывать. Опять же, вот ты приезжаешь в Германию, открываешь Klein-Gewerbe, курсы это все хорошо, но первое время нужно за что-то жить. Где-то были накопления или муж сразу вышел на работу? Ну, так как у нас такая ситуация сложилась, конечно, мы были первое время в джоб-центре, я думаю, как и все. То есть тоже имели право на джоб-центр? Да, да. Ну, потому что потеря была работы, случился вот этот коронавирус, и, конечно, да, мы первые 2 года были на джоб-центре, и потом мы, как муж нашел работу, сразу вышли. Не совсем я вот понимаю, потеря работы в Греции была или... Нет, уже непосредственно в Германии. Ага, то есть вы сюда ехали на какую-то работу. Да. Вы приехали на работу, потом корона, потеряли работу и джоб-центр. Да. То есть изначально вы приехали Да. куда-то работать. Да. Как вы пережили корону? Хороший вопрос. Ну, тяжело. Ну, мы не болели, конечно, но то, что было все закрыто, ничего не понятно, немножко было очень тревожно. Плюс моя беременность тоже сыграла роль. Ну, уже забыли, уже не помню. А финансовая ситуация? Ты Тяжело. говоришь, джоб-центр оплачивал Тяжело. все? Или были урезания пособий, что-то вот такое? Очень было тяжело зайти нам в джоб-центр, потому что он был просто как гражданин Евросоюза, то есть он не беженец. То есть полгода мы просто занимались бумагами, чтобы непосредственно нам показывали помощь. Жили как у кого-то. Он нашел только мини-джоб, то есть было вот только 400 евро. Но получалось, выживали? Ну, прям выживали. Не жили, а прям выживали. Но зато сейчас уже не нуждаемся. То есть, если вернуться назад, вы бы все равно прошли бы этот путь еще раз? Нет такой мысли, Нет. что надо было остаться в Греции? Нет, в Греции 100% нет. Возможно, бы сделали меньше ошибок в плане... Ну, были, допустим, какие-то очень сумасшедшие счета за коммунальные услуги, например, да. То есть вот в этом я бы, наверное, по-другому бы посмотрела, по-другому бы сделала. То есть, может быть, где-то по-другому заключила бы контракт с кем-то, да. То есть только в этом. Переехала бы я еще раз, да, переехала. Кто вам помогал с этими всеми вопросами? Друзья, которые уже здесь тоже имели какой-то опыт. А как у мужа сейчас с немецким? Беглый разговорный немецкий, но он, у него есть талант к языкам, то есть он разговаривает на 4. Круто. Да. Грамматически, может быть, это не идеальный немецкий, но с немцами он коммуницирует без проблем. Слушай, вот опять же от себя добавлю, действительно, наверное, греки уникальный народ, потому что Одиссей, которого я знаю, он знает русский, знает греческий, знает немецкий, турецкий и еще какой-то. Да. Одиссей, привет. Ну вот, молодцы, круто, работают. Хорошо, ты приехала, открыла Gewerbe. Как прошел путь открытия? Вот, какие ошибки были, что ты сделала хорошо, как ты считаешь? У меня не было ошибок, потому что самое первое, я обратилась к финансовому консультанту за консультацией. Да, это вот, наверное, самое первое и самое важное, что вы должны сделать, если у вас слабый немецкий.
Да, только найти, конечно, хорошего консультанта тоже нужно постараться. Это уже было по знакомству, то есть мне порекомендовали, я обратилась, мы поговорили, мне все поэтапно это сделали, оформили, поэтому сейчас у меня нет никаких проблем. И получается, сколько ты уже лет занимаешься своим делом? Уже 4 года. Ты работаешь в сфере красоты. Я регулярно везде слышу, что в Германии немцам это не нужно. Кто твои клиенты? Немцы. То есть, Сейчас у нас, наверное, больше немецкоговорящих клиентов. Да, это может быть и турчанки, это может быть и арабки, но существенно все немецкоговорящие. То есть уже русскоговорящих клиентов у нас значительно мало, чем, например, там пару лет назад. Потому что уже, в принципе, конкуренция. Скажу честно, наше как бы славянское общество не готово переплачивать, да, за услугу или платить не так, как было в России или в Украине. А здесь это абсолютно нормально. Эти цены для них абсолютно приемлемые. хорошо, я тоже для себя сделал вывод, что если я хочу, как фотограф или оператор, зарабатывать деньги, то мне нужно выходить на немецкого потребителя, на немецкие компании и так далее. В первую очередь, как ты правильно говоришь, потому что славяне, которые сюда приехали, либо это старожилы готовы меня заказывать, либо вот кто вновь приехавшие, для них пока это все-таки дорого. Как ты думаешь, не связано ли это с тем, что люди в своем большинстве пока еще не вышли на работу? То есть, когда они выходят на работу, они уже смотрят немножко по-другому на местные цены, на ту же сферу услуг. Да, это связано, но опять же, все равно пособие это же какой-то минимальные выплаты, да, просто на жизнь. То есть это не на какие-то излишки. И все-таки здесь есть соотношение до зарплаты и стоимости услуг. То есть когда ты зарабатываешь 2-3 тысячи евро, отдать, например, на 50 евро за маникюр, это не кажется уже дорого. Ну, согласен. Да. Если, например, пособие, я уже не помню, 1500 максимум, если ты получаешь, 50 евро уже Ну да, кусается. семья Уже из троих, кусается, 1500 и 50 евро отдать. Выйдя на работу, потеряв пособие, ты становишься чуть ли не бомжом. То есть денег не будет хватать, а если будет хватать, то прям впритык. Правда ли это? Нет, это неправда. Мы сейчас зарабатываем вместе намного больше, чем мы бы сейчас сидели на пособии. Это 100%. Ну окей, вы здесь уже 5 лет, возможно, опять же, знакомство там. А вот можно ли со старта выйти на работу и получить больше, чем было на пособии? Все равно будешь получать больше, чем на пособии. Может быть, это будет не прям сейчас и сразу, и много, но должна быть цель. То есть должно быть желание жить лучше, что-то делать лучше, да, то есть не деградировать. Понимаешь? А вспомни себя, когда вы уходили с пособия. Вы ушли вдвоем или это было как-то поэтапно? Это было поэтапно. Сначала, естественно, ушел муж. Джоб-центр не выгоняет вот так сразу, все, иди, ты только вышел на работу. Все равно он смотрит на то, сколько ты получаешь. Выплаты уменьшаются в зависимости от получения твоей зарплаты. Чем больше у тебя зарплата, тем меньше у тебя выплаты. Если он понимает, что ты уже тянешь и оплату квартиры, и бытовые расходы, и питание, то есть и машину, да, заправить, то уже, конечно, тебе убирают, и ты полностью освобождаешься от джоб-центра. То есть на протяжении еще, наверное, года или полтора мы постепенно выходили, это было не сразу. И это не наше решение, что мы хотим поэтапно выходить, это решал непосредственно джоб-центр. Угу. Окей, то есть муж вышел на работу, вы на джоб-центре, у тебя параллельно открыто ГВРБ. Как обстоят налоги с твоим ГВРБ, кто этим занимается? И опять же, вот разговор о том, что вот я уже неоднократно цитировал этот комментарий, я здесь живу 12 лет, я приехал из Одессы, у меня за 12 лет ничего не получилось, и у вас не получится, то здесь все съедают налоги. Как вот обстоят дела у тебя с налогами? Пока что все хорошо. Ну, у меня это занимается непосредственно бухгалтер. И, как ты уже сказала, я работаю в ТК Макс. Угу. Соответственно, у меня нет, в принципе, страховки. Все мне оплачивает этот ТК Макс. Это идеальная комбо работать Тальцальт и иметь Кляйнгевербе. Тогда все
Супер. Это маленькая фишечка, когда Да. ты где-то работаешь, и за тебя оплачивают все страховые Да-да-да. взносы, а Klein Gewerbe это уже как дополнительный доход. Да. Как ты попала работать в ТК Макс? Мне несколько раз отказывали, начну с этого. Именно ТК Макс? Именно ТК Макс. Один раз я не прошла собеседование, там достаточно часто меняются менеджеры. HR. Да. И они на Новый год приглашают очень много сотрудников, так как большой наплыв покупателей. И я просто заполнила сейчас, в принципе, все намного легче в плане работы, потому что ты можешь это все заполнить онлайн и отправить, и просто ждать звонка. И просто в один момент мне позвонили, пригласили подписать контракт. Ну, естественно, по телефону был маленький опрос. Конечно, сразу после курсов по телефону тебе что-то говорят, что-то объясняют, это большой стресс, воспринимать это все на слух. И если ты заметил, там у нас всегда наушники, и это тоже еще плюс 100 сложность с языком, когда тебе говорят, иди туда, забери то-то, там это находится, без контакт-блик, без зрительного контакта это очень сложно. Но это все нарабатывается. То есть не надо этого бояться. И менеджеры очень толерантные, 10 раз тебе повторят, подойдут к тебе лично, тебе объяснят. То есть нету какого-то расизма, да, какого-то принижения. Все очень Национализма, классно. скорее. Национализма, да. Мгм. То есть получается, что вот в этом году будет год, как ты там работаешь, или уже больше? Нет, меньше. Будет только год, да. Ну то есть Будет перед тоже, Рождеством ты да. говоришь, что ты туда попала. Есть какие-то плюшки от твоей работы, там, скидки в ТК Максе? Мгм. Вопрос, который интересует Да. всех тикток-блогеров, зрителей и так Да. далее. Когда завоз? Каждый день практически там нету системы. Вот, не знаю, можно ли это говорить, нету системы какой-то, нету системы товаров, нету. Короче, Пожалуйста, приходите и смотрите. Да, пожалуйста, не спрашивайте ничего по размерам, мы сами не знаем, и сколько что есть, мы тоже сами не знаем. Это приходит все в черных коробках, мы это просто выгружаем, и все. И просто у нас очень строго мы контролируем, чтобы никто ничто не своровал. Мгм. Про скидки, да? Расскажи. Хорошо. Всегда у нас есть 10% скидка для сотрудников и для члена семьи. То есть нам дают 2 карточки, одну для нас, одну для, например, для мужа. И в какие-то определенные дни, наверное, это где-то раз в 2 месяца, у нас скидка 20%. Круто. Да, это уже более ощутимо. Что мне еще нравится, что даже в других кафе, в других кофейнях, да, ресторанах тоже есть какие-то скидки для сотрудников. Для Да. сотрудников ТК Макс? Да. Прикольно. Это как стимул прийти работать. Мгм. Вам мужчины работают? Мужчины работают. А чем занимаются мужчины в вашем магазине? в вашей Можно фирме? в лаге работать, Мгм. можно тоже как продавцом, ну, естественно, менеджером. Но менеджер, конечно, нужен уже такой Ну, серьезный понятно. уровень языка, да. Когда ты устраивалась на работу в ТК Макс, знание русского языка было ли каким-то таким маленьким плюсиком? Ну, вот приедут клиенты, ты... Давай так, я был в ТК Максе, где мы, в принципе, с тобой договорились про интервью, покупал тогда гудшайницу, и ты мне помогла. Непосредственно на собеседовании никто это не интересовался, не спрашивал, но сейчас такой наплыв русскоговорящих клиентов. Была очень смешная ситуация, когда просто я на кассе работаю, и просто одна очередь, это все русскоговорящие. И уже как все к цепная тебе. реакция, да, и просто как цепная реакция, с одним поговорила по-русски, они идут уже «здравствуйте, можно вот это», и уже так просто где-то 5-6 клиентов подряд, и я уже думаю, зачем мне вообще тут немецкий, я могу постоянно на русском говорить. Ну, бывают ситуации, когда, да, мне по наушнику говорят, Таня, можешь как бы перевести, потому что, не понимают, а наши люди такие, как бы, знают, не знают, как бы, нужно объяснить, и вот такая ситуация, нужно разобраться. Ну, я знаю, что гудшайн, который ты мне помогла купить, мой отец у тебя и погашал. Потому что он сказал, говорит, да, мне девушка помогла Да? русскоязычная. Да, но я уже, если честно, не всегда перехожу на русский язык, если со мной в прямой, да, контакт не идут. Потому что все равно сложно перескакивать с одного на другой язык. Немножко вот есть сложность. Кроме русского и немецкого, ты знаешь еще какие-то языки? К сожалению, нет. Я понимаю украинский, но я не разговариваю на нем. А вот откуда
понимание, знание украинского. Просто я часто сталкивался, опять же, я сам из Донецка, и я слышал когда-то, что люди, меня это удивляло, потому что я хорошо знаю украинский, это мой, в принципе, родной язык, так же, как и русский мой родной язык. Но я слышал, люди говорили, я не понимаю. И мне это было удивительно. Потом, когда какое-то время я жил в России, и я действительно видел, что люди подходили и говорили, переведи мне песню, украинская песня, мне понравилась, переведи на русский. Я переводил. Поэтому вот откуда ты смогла выучить язык, хотя бы для понимания? Я, честно сказать, не учила, просто я понимаю в контексте, да, то есть одно слово все равно оно как-то похоже, либо это какое-то похожее слово, да, на старорусское, да, и как-то оно друг за другом как-то подтягивается. Я могу смотреть украинские, да, телепередачи, то есть я все понимаю, мне не нужен перевод. Конечно, если разговаривать там супер быстро или, да, с какой-то области Украины, там диалект другой, будет чуть-чуть сложно, но сказать, что я совсем не понимаю, я так не могу. Классно, интересно. Требуются ли в ТК Макс сейчас сотрудники? Да, сейчас висит заявка на Тальсальт. Можно это отправить на сайте, сейчас будет маленькая реклама, tgx.com.job. Там можно все заполнить. Обязательно нужно анмельдоваться и отправить свое резюме. А есть сотрудники украинцы у вас? На удивление нет. Я единственная русскоговорящая. Хотя я знаю, что, допустим, в Мюнстере у меня там работала моя кузина. Она говорит, зачем тебе немецкий, там все русские. То есть там, например, все русскоговорящие. Приходят сотрудники, допустим, что-то покупать в нашем филиале, и это тоже украинцы и русскоговорящие. Конкретно в филиале в Вупертале, к сожалению, только я сейчас русскоговорящая, и все. Можно ли сказать, что украинцы действительно не спешат выходить на работу? Говори как есть. Вопрос. Я сам украинец, поэтому говори как есть. Не могу сказать. Официально, я так скажу, украинцы не торопятся, наверное, выходить на работу. Что об этом говорят сотрудники в магазине? Вот есть такое, вот они сидят на наших налогах. Я опять же говорю, у нас очень приятная атмосфера. Да. Единственное, что я слышала от сотрудников, они мне вот говорили, почему украинцы типа высокомерные, горделивые. То есть они показывают нос, да, наверх. Даже не горделивые, а вот именно высокомерие, да. Но я это уже не воспринимаю как высокомерие, потому что я знаю, что у нас вот это вот нельзя улыбаться, типа улыбаться без причины, да, признак дурачина. Я думаю, ты это знаешь, да, стереотипы. Я понимаю, что нам сложно выражать эмоции, и что вот это безэмоциональное лицо или, может, чуть-чуть высокомерное лицо — это не признак высокомерия, это больше, может быть, какая-то даже зажатость или неуверенность в себе. Попытка казаться мудрыми. Да, попытка. Именно попытка. Попытка, да. Согласен. Открой секрет. В ТК Максе, вот если это Levi's, это действительно Levi's или там Tom Ford, то есть настоящие ли это бренды или тоже какая-то паль? Нет, это 100% оригинальные бренды. Я хочу сразу объяснить, что да, ТК Макс, может быть, немногие понимают, что это просто стоковый магазин оригинальной продукции, которая привозится с Америки. Да. Это все, что остается не распродано в Америке, это привозится непосредственно к нам. То есть вот это вот сайты 6PM, слышала о таких? Нет. Есть стоковый сайт 6PM. Он очень похож, по сути, на ТК Макс. Да. То есть там джинсы Levi Strauss в одном экземпляре один размер. Адидасовские кроссовки какие-то там навороченные за треть цены. Одна штука, вернее, не одна штука, а один размер, одна пара. То есть вот приблизительно и вот в Штатах просто заказывали. может прийти обувь там только одного размера. Или одна штука, да, то есть либо может прийти там другая модель, тоже одного размера, там 6 штук. Все приходит в черных коробках. Единственное, только поделено, что там тут обувь, тут одежда, тут для хоум-аптайлинга, для подраздела. То есть Хорошо, а почему вот из Штатов сюда, это как помощь нищим или... ТК Макс это же огромная компания, то есть это даже, я до этого сказала, да, отправляйте свои резюме на TGX. То есть это вообще компания TGX, и
уже ТК Макс как бы под компанией идет. Смотри, ты вот про резюме говорила, ты мне пришлешь точную ссылочку, я ее в описании оставлю, чтобы, может, кого-то Да, заинтересует. я думаю, теперь будет больше там Ну, было бы сотрудников. круто. Хорошо, а такой еще миф о том, что где-то там есть какие-то значки, и по этим значкам можно определить, что вот эта одежда шилась конкретно для TK Maxx, это шилась для этого бренда, то есть один и тот же бренд шьет и для TK Maxx, и для себя. Это правда или... Это и очень придумано. У нас есть там значки, но они означают совсем другое. Это просто для нас ориентир, где это должно конкретно находиться. То есть у нас есть значки в начале, которые, допустим, это там стриквары, то есть вот такие значения есть. то есть Это не класс обертали. продукции, а и просто... Нет, нет. Хорошо. С которого часа работает TK Maxx? Фрюшек у нас начинается с 7 утра. С 7 утра. Вы приходите, наверное, к 6, вас пускают в Нет, зал, нет, и вы нет. можете выбрать то, что хотите, пока все не пришли. Честно скажу, поначалу, когда я начинала просто там прибрать вещи, я успевала это все посмотреть. Сейчас, к сожалению, перечень обязанностей плюс 10. Соответственно, я не успеваю вообще ничего посмотреть. Дай бог, пришел новый товар, и я посмотрела, достала, сразу убрала в наш шкафчик для персонала, чтобы потом это купить. Ну, то есть все равно свои плюшки. Свои плюшки есть, да, что ты можешь сразу урвать, и это еще нигде не повалялось, никто по нем не походил, ты сразу чистенько с коробочки достал и положил себе, чтобы купить. А вот то, что повалялось, его потом вечером подняли, повесили. И... Ну, не вечером, это, если там убираться только вечером, это будет просто гора из вещей. То есть там постоянно сотрудники, есть даже определенное задание, которое ты просто должен с пола поднимать и вешать одежду. Это просто отдельное задание, потому что, я говорю, как там это все бросается, кидается, ни в одном магазине такое не происходит. Круто. Как у вас с отпуском? Стандартно, как и везде. Я, может, просто сейчас для себя узнаю, мало ли, то есть 24 дня в году, да? 3 недели. 3 недели я брала отпуска. Бывают ли, можно ли как-то угадать еще большие скидки, чем вот есть, ну, я знаю, что в TK Maxx там в половину все дешевле, чем в фирменных магазинах продается, но можно ли угадать, когда будут еще больше скидки? Вот совсем недавно у нас был Zupa Sale. То есть у нас есть обычные скидки, есть красные, да, этикетки, то есть супер скидка, есть Zupa Sale по желтым. Там продается уже прям по 50 центов, что-то ты можешь, да, купить. Но надо учитывать, что это, скорее всего, старая продукция, может быть, даже с дефектом продукция. Ну, тоже очень много покупают. То есть там иногда приходит на кассе, там, не знаю, 20 вещей, заплатили 15 евро, потому что настолько уже низкая стоимость, что иногда очень выгодно. Это в основном летом происходит. А как в твоем гардеробе много вещей из TK Maxx? Ну, сейчас потихонечку пополняется. У мужа? У Знаешь, мужа вот это, еще больше. У меня одни брюки есть и больше не надо, или все нормально? Нет, муж у меня шопоголик. Один раз он оставил там, наверное, 500 евро. Ну, потому что, во-первых, там брендовые вещи. Там очень много вот этих любимых марок, да, как вот я вижу у тебя Calvin Klein, Levi's, Adidas. Это все в 2 раза дешевле. Почему бы нет? Ну, буду откровенен, я себе там купил рубашку Пьер Карден за 20 евро. Да? Что-то еще, ну, довольно много тоже. В первую очередь идем в TK Maxx. Да, мужской отдел TK Maxx это вообще супер. Отличается ли TK Maxx в Вупертале и TK Maxx в Дюссельдорфе? Вот я для себя сделал вывод, что, наверное, в Вупертале для мужчин мне нравится больше выбор. И вот мне стало интересно, в Дюссельдорфе быстрее разбирают или вот как-то сортировка товара идет по-особенному? Я хочу тебе даже сказать, что у меня подруга говорила, что, допустим, там один шампунь, он даже в другом филиале может стоить по-другому, то есть даже скидка может быть другая. То есть даже цены могут в одном филиале отличаться от другого филиала. И у нас не одинаковый может быть ассортимент.
Системы, я хочу опять повториться, у нас нету, то есть мы не можем посмотреть, что есть в другом филиале, и ну, допустим, человек хочет какой-то досет там посуды, но, допустим, у нас только 5 частей, он спрашивает, можно ли посмотреть, если в другом филиале такое же. Нет, мы не можем это посмотреть, мы не знаем, что там есть, у нас нету программы какой-то. Как у тебя получается совмещать работу? Да, ты сказала тальцайт, но я тоже сейчас работаю тальцайт, и я такой, когда начал работать с 6 до 10 утра, думал, да, потом целый день у меня впереди. Вчера я пришел такой после работы, съездил на съемку и говорю, жена, можно я посплю? Как у тебя получается совмещать, вот не выгорать? Я выгораю тоже, я думаю, как и многие, да, то есть это очень циклично происходит. К тому же я еще учусь на косметолога-эстетиста в Дюссельдорфе, начала учиться, то есть, да, это еще плюс. Нужно принять, наверное, тот факт, что везде и все ты успевать не будешь. То есть сегодня ты хороший сотрудник там в магазине, хорошая там мама, в другой день ты не успеваешь что-то по дому, в другой день ты где-то опоздала, то есть это нужно принять. Просто нужно принять. Как муж относится к этому? То есть не говорит, бросай там какую-то одну работу? Бывает, но опять же это временно. Обучение закончится. В принципе, если обучение убрать, то есть уже более такой спокойный график получается. А обучение, оно у тебя проходит по выходным, это заочно? Как? Это в свободной форме. Теоретическую часть я учу онлайн. А определенное время, то есть какие-то есть часы, я еще точно не знаю, только начала, я должна приезжать на практику. То есть какие-то дни я должна выделять, приезжать туда. Это признанный немецкий диплом будет? Да. То есть это та вот бумажечка, к которому, в принципе, опять же, многие украинцы сейчас стремятся там после аусбилдинга, умшулинга, и ты уже сможешь работать. В общем, к тебе будут немцы относиться еще серьезнее, правильно я понимаю? Правильно. Один момент, то есть я учусь на русском языке с немецкими терминологиями, да, Deutsche Begriff. И экзамен у меня будет в конце обучения непосредственно на немецком языке. Как бы эта академия, она подтверждена, то есть у нее есть все немецкие сертификаты, то есть она имеет право преподавать. Классно. Кто преподаватели? Опять же, наши люди или немцы? Я прекрасно понимаю, есть наши люди, которые приехали сюда 40 лет назад. Непосредственно, которые приехали уже давно, не с момента, да, войны в Украине. Косметология. Будешь ли ты иметь право делать инъекции? Нет. Тут уже нужно серьезное, да, образование, аусбильдунг. Я не могу пока ответить на этот вопрос, да, то есть я еще разбираюсь. Насколько мне только известно, что возможно отучиться, да, сначала на кранкеншвестер, на медсестру или на натуропата, то есть такая немножко непонятная профессия мне. И потом, может быть, будет разрешено делать инъекции. Но опять же, это я не загадываю так далеко, то есть это еще очень долгий путь. Ты в начале интервью сказала, что нужно ставить цели. Какая цель у тебя сейчас, вот в жизни, в работе? Выйти еще выше на доход и стать, наверное, экспертом в косметологии, работать с немецкими клиентами. Возможно, в будущем тоже открыть уже непосредственно свой косметологический кабинет. Хорошая цель. Очень. Желаем тебе удачи, я уверен, у тебя все получится. Сейчас очень многие девушки посмотрели это интервью и захотят к тебе прийти на услуги. Ну, они видят, что у тебя есть опыт, ты учишься, и, в принципе, молодец. Где можно посмотреть твои работы, как к тебе можно записаться? Есть мой непосредственно Инстаграм, и есть также Инстаграм салона Авиева. Также я бы хотела пригласить, я провожу уже обучение, мы выдаем сертификаты непосредственно от салона Авиева. Я делаю такие курсы, как обучение на бровиста и на ламимейкера. Классно. Мы все ссылки обязательно вот там внизу оставим. Переходите, подписывайтесь и обязательно приходите на консультации, на услуги, а также на обучение. Давай вернемся немножко к твоей семье. У тебя дочь. У меня дочка.
На каком языке вы с ней общаетесь? Мы разговариваем на русском языке. Муж, к сожалению, не начал с ней разговаривать на греческом. Греческий она язык не понимает. И она разговаривает на немецком языке и чуть-чуть понимает английский. Да. Сколько лет? Ей сейчас 4 года, в декабре будет 5 лет. Детский сад? Детский сад есть. Да, вернемся опять в момент с садиком. Я думаю, это очень многим мамочкам будет интересно, да, как здесь сложно вообще получить место. Почему я опять же устроилась официально в ТК Макс? Потому что самозанятым не так с удовольствием предоставят место на полный день, да, до 4 часов. То есть требуется обязательный трудовой контракт от фирмы, да? Я вот пропустил вот этот момент. Для того, чтобы получить контракт Unbefristet на Teilzeit, сколько времени тебе пришлось отработать? Ну, у меня жена работала полгода, Vollzeit, только после этого она получила Unbefristet. Я проработал уже год и 3 месяца Teilzeit, Unbefristet нет. Какие условия в ТК Макс? В принципе, такие же, да, надо проработать 6 месяцев или год. Это уже индивидуальная ситуация. Мне отчасти повезло. Знаешь ли ты такое, что когда тебе... То есть я проработала 3 месяца, мне не продлили контракт, да, уволили, кундигунг. И через месяц меня позвали обратно, и когда тебя зовут обратно, тебе предлагают только уже unbefristet контракт. Ага. Буквально через месяц мне позвонили и позвали обратно. Почему уволили? Просто потому что после вот этого активного сезона урезается количество рабочих мест, оставляют определенных сотрудников. Меня, к сожалению, на меня уже количество мест не хватило, хотя мне сказали, что я себя зарекомендовала, то есть я понравилась, взяли другую там девочку, да, и девочка, допустим, мне не получилось дальше работать, она ушла, и, соответственно, кто был на очереди следующий? Понятно. Тот, кто себя зарекомендовал. Да. Я не могу у тебя спрашивать о твоей зарплате, о зарплате мужа, потому что в Германии это некорректный вопрос. В принципе, это везде некорректные вопросы, плюс очень часто мы связаны контрактами. Но сколько денег для семьи из 3 человек нужно в месяц для нормальной жизни? Просто вот база, вот базовый минимум. Чтобы просто жить? Просто жить. Просто жить. А все, что выше, это уже хорошо. Ну, я бы сказала, от 3,5 до 4 тысяч – это просто жить на семью. 5 – это уже такое комфортное. Что входит в эти 3,5 тысячи? Аренда квартиры? Аренда квартиры, питание, игрушки ребенку, детский садик, в принципе, все базово, и что-то отложить на отпуск, и, в принципе, одежда. То есть что-то отложить все-таки в эти 3,5 тысячи тоже входит? Если это делать грамотно, то да. Если тратиться, а мы очень любим тратиться на ребенка, то нет. Спасибо огромное за наш разговор, но все-таки хотел бы узнать, порекомендуй пару мест, которые можно посетить вот в Вупперталь, Дюссельдорф, где-то вот в округе. Ну, во-первых, я приглашаю вас к нам в салон АВЕ за красивым маникюром, за красивым педикюром и красивыми бровками и ресничками. А уже непосредственно с января месяца я жду вас на косметологических услугах у себя. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, пишите свои вопросы. Я знаю, что многих интересуют секреты, как лучше выбрать что-то в ТК Макс. Пишите, задавайте вопросы, я обязательно Тане их передам, и она ответит. До новых встреч, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе тоже. Пусть у вас все получится, и до новых встреч. 100%. Все, спасибо.